Здравствуйте, Юрий. Ваш загар готов. Это у нас выжигатель 2 в одном, пирограф резак. Вы заказывали также дополнительную ручку для сменную для пирографа, да? Вот она у нас, две штуки здесь представлены. Они на быстросъемах снимаются. Два разных пера. Также перья в комплекте еще есть 10 штук разных. Так, резак у нас с проволокой нехромовой длиной 70 сантиметров. Можно подключать сюда от 60 до 70 сантиметров. Аппарат у нас с регулировкой мощности. Присутствует здесь шкала для удобства. И переключение на пирограф положение и резак. Среднее положение отличное. Также на каждой клавише у нас присутствует здесь кнопка включения выжигания. По выжигале можно будет и выключить, чтобы лишний раз трансформатор не грелся. И чтобы не обжечься. Так, как говорится, как все наши выжигатели у нас, здесь провод намотан сбоку на крепление для удобства хранения. Да? Здесь пирографа намотан. С другой стороны резака. Это для удобства хранения. У резака также имеется на ручке клавиша включения. Это все для удобства работы. Повыжигали, отключили. Все, не нужно никуда тянуться, чтобы выключить нашу струну раскаленную. Чтобы случайно не пожечь что-то. Так, что у нас здесь? Так, есть вентиляционные решетки по бокам. Отсюда выходит теплый воздух, нагреваемый от трансформатора. Здесь система охлаждения, кулер постоянно работает и охлаждает наш трансформатор. На трансформаторе установлена защита от перегрева, 95 градусов рассчитанная. Если вдруг она срабатывает, отключается, выжигать нельзя будет, но кулер работает, то есть он постоянно охлаждает. Пока не остудит градусов на 15, он не включится. Градусов на 15 остынет и опять включится, можно будет выжигать. Я думаю, до такой степени перегреваться он не будет у вас. Думаю, все будет нормально. Так, клавиша включения, сеть. Работает он от сети 220 вольт. Подключается шнуром, шнур в комплекте с разъемом. Разъем 220. Здесь же есть у нас присутствует плавкий предохранитель. Да? Можно будет поменять 4 ампера, если что, вдруг он перегорит. Так, в принципе, все рассказал. Также, что у нас сейчас входит в комплект, расскажу. В комплект у нас входит к этому выжигателю резаку. Это такие здесь, не помню сколько штук, 10, наверное, разных рисунков для выжигания, да, для перевода на заготовку на деревянную. Так, здесь копировальная бумага для перевода. В комплекте карандаш для нанесения рисунков на заготовку. Точилка здесь же есть в комплекте. Если что, вдруг карандаш сломается, не нужно искать ничего. Здесь в комплекте есть точилка для карандашей. Так, здесь у нас есть перья разные, их 10 штук в комплекте для пирографа. Наждачная бумага, небольшой кусочек. Наждачная бумага, присутствует здесь кусочек небольшой для зачистки. Это для зачистки этих перьев от сажи. Да? От дерева сажа остается, можно почистить. Некоторые спрашивают, почему такой кусочек маленький, сэкономили туда-сюда. Здесь, в принципе, он огромный лист и не нужен. Достаточно этого кусочка, он хватит вам надолго очень. Так, визитка наша, да, нехромовая спираль, она здесь толщиной 0,5 полмиллиметра. Растягиваете, вытягиваете сантиметров 60 примерно, да, 65, и подключаете. Если это вдруг перегорит, сгорит, порвется, здесь таких отрезков по 60 сантиметров, штук 30, наверное, 40 примерно, где-то так. В дальнейшем я
то есть прикреплю, где их брать, эту нехромовую проволоку. Заказывать можно будет у производителя. Закреплю это все внизу в описании под видео, вот, где можно будет ссылочки, там я закреплю телефоны, сайт, где можно заказывать. Там заказывать можно у них у производителя от метра. Вот, они отсылают либо почтой, либо транспортной компании, как договоритесь с ними. Вот, любой толщины нехромовая проволока у них идет. Вот, но в основном здесь вот 0,5 идет для резака, и для нехромовых перьев вот это идет 0,8. Вот, то есть тоньше не нужно. 0,8, 0,9 миллиметр можно. Вот, но тоньше не нужно. Лучше вот 0,8 здесь стоит. Вот если что, можете заказывать. Здесь вот кусочки, отрезки по 4 сантиметра. Если что, будете отрезать, делать другие перья. То есть эти заготовки можно делать очень разные, на что только вам воображения хватит. Вот эти вот перья можно делать разные. Вот, заказываете такую проволоку и наделываете себе хоть любые узоры из них гнуть можно. Вот, типа клише делать. И уже делать свои собственные какие-то перья разные. Так, здесь в комплекте также предохранители идут, да, сменные, несколько штук. Вот, и латунные колодки вот такие, да, то есть они сменные. Вот если вдруг вы сорвете вот эту колодку, да, резьба здесь очень такая нежная, перетягивать не стоит. Вот, и нужно как бы чувствовать при затяжке, сильно не утягивать, иначе резьба может сорваться. Вот, замен здесь я положил в комплекте, если что-то вдруг поменять, 4 штуки в комплекте есть. Вот, где их брать в последующем, это колодки идут, можно купить в электрическом магазине, да, то есть они для проводов идут, эти колодки, так и называются, колодка для проводов. Вот, покупаете и вырезайте из них, из пластика, вот эти латунные колодочки, и вам они сюда подойдут. Так, это самые-самые маленькие, которые в магазине продаются, это самые маленькие колодки. Так, что тут еще? В комплекте у нас есть отвертка для затягивания вот этих колодок, да, и перьев. Отверточка. Так, в комплекте у нас идет лупа, это самый недорогой выжигатель, можно так сказать, бесконтактный выжигатель при помощи солнца. Вот, но такой способ выжигания тоже присутствует. Вот, и в комплекте мы тоже ложим в подарок такую лупу. Можно будет попробовать повыжигать в солнечный день. Вот, и при помощи солнечной энергии. Так, также у нас в комплекте есть деревянная заготовка, фанерка, да, то есть тоже некоторые спрашивают, а зачем она тут нужна, такая небольшая кусочек. Ну, в принципе, это для пробы. Опять же, все это для пробы, для того, чтобы попробовать, как рисует тот или иной перо, да, на пирографе. Вот, как жгет дерево, при какой температуре. Все можно порегулировать и попробовать, да. Это для пробы, то есть такой небольшой кусочек фанерки в заготовке, да, деревянный, для пробы. Как попробовать, как режет струна, при какой температуре, как она режет, вот, какой след оставляет. Ну, то есть это все идет для пробы. Вот, никак не для того, чтобы какие-то там рисунки вы выжигали на ней, такие красивые, да, только для пробы. Так, ну и провод для подключения 220 в комплекте. Так, что тут еще в подарок? Небольшой сладкий сюрприз вам. Вот, при работе можно будет пробовать. Так, по мощности. Что у нас заявлено по мощности, да? Здесь у нас сзади присутствует, можно видеть, приклеенный шильдик, да, с мощностью написано. Вот, с нашим номером телефона, если что, заказать можно будет. Вот, но по мощности питание 220 вольт. Вот, питание 220. Обычные наши розетки 50 Гц. Вот, потребление где-то примерно 3 ампера. Вот. Так,
что у него на выходе? На выходе на пирографе у него 1 вольт. Всего лишь 1 вольт. Иногда даже показывает 0,8, 0,9. Вот. И ампераж уже 12 ампер. Вот. Здесь высокий ампераж. Здесь на резаке у нас 22 вольта. Вот. И ампераж здесь 5 ампер. Вот на этой вот струне, да, раскаленной нехромой проволоки. Вот 22 вольта, 5 ампер. Температура накала вот этого пера и проволоки 460 градусов. Замерял специальным щупом. Вот. И скорость накала до полного накала, до красна 7 секунд. Вот, то есть очень быстро. Ручки деревянные, очень удобные. То есть рука, ну, можно так сказать, чтобы не жгло пальцы при выжигании. Вот, и повыжигали, отключили, на кнопочку нажали. То есть он отключается. Вот. Сменные насадочки, ну, здесь они легкие, грамм 50, наверное, весят. Вот. Так вот выполнена пирограф, ручка пера, пирографа. Да, будете, если выжигать, долго тоже не выжигайте, там, беспрерывно, там, по полчаса, да, не выключая вот это перо, так как перо накаляет еще и колодки, а с колодок передается тепло вот сюда на пайку, да, вот, и чтобы как бы не было в последующем отслоения, да, вот этого припоя. Вот. Нужно как бы его давать ему тоже какое-то время остыть. Вот. В любом случае не работать им беспрерывно очень долго. То есть поработали, выключили. Вот. Что-то там начали выжигать, опять включили, повыжигали. То есть нужно постоянно выключать. Вот. Выключение дает немного остыть этим колодкам латунным, вот, и как бы не перегревается ваш трансформатор, то есть прослужит вам, ну, очень долго. Вот, в принципе, все. Сейчас включим, проверим, как все это дело работает. Вот, поставим на штатив, проверим. Так, берем наш шнур 220, подключаем его в начале в наш прибор. 220 разъем, а затем подключаем уже в розетку. Да, есть у вилок здесь написана буква N. Это и желательно так и подключать. В розетке тоже найти нейтраль и фазу, да, то есть L, линия. Вот, нейтраль с нулем, то есть и здесь N должно совпадать. Ну, это желательно так делать. Вот, если ошибетесь, в принципе, ничего не страшного не будет, но в принципе, желательно подключать правильно. Вот. Так как 0 нейтраль подходит напрямую на трансформатор, вот, а фаза уже идет на размыкание. То есть она идет сначала на плоский предохранитель, потом идет на защиту от перегрева, вот, на термостат, потом идет уже на регулировку мощности, вот, и потом только уже идет на сам трансформатор. То есть фаза, она размыкается. Вот. Сейчас мы включим и проверим, попробуем на деревяшке, как выжигает. Да? Так, включаем сзади аппарата клавишу включения, сеть. Заработал кулер. Можно слышать, как кулер заработал, да? Вот он выдувает воздух. Микрофон подношу. Вот. И после этого мы смотрим на рукоятке, у нас прибавлено на всю. Вот, прибавляем на всю. Включаем в начале на клавишу на пирограф. Верхнее положение первое на пирограф. Чтобы заработали наши перьевые ручка, да, перьевая ручка. Вот, затем нажимаем на кнопочку на самой рукоятке. Все, то есть заработал. Вот, будем смотреть, как она раскаляется. Все, она до красна раскалилась. Раскаляется где-то 6-7 секунд, и она раскаляется.
вот, до полной мощности, до красна. При регулировке рукоятки, вот мы крутим рукоятку, слышим, трансформатор меньше стал гудеть, и накал тоже спадает. Красный накал пропадает и становится более блеклый и темный. Вот. Видим то, что регулировка присутствует. Все, прибавили на всю. По замене этих ручек то же самое. То есть нужно вначале отключить, да, нашу клавишу на рукоятке. Отключаем. Берем вторую рукоятку. Берем вторую ручку от пирографа. Вот, вытаскиваем разъем, включаем другой разъем. Вот, включаем, и раскаляется наша вторая ручка. Вот мы видим, что она раскалилась до красна, да? Вот. В принципе, здесь меняется на быстросъемах. Есть небольшая резьба здесь, можно это колечко закрутить. В принципе, можно не закручивать, она очень держится хорошо, не выпадая. Так. Вот так вот выжигаем. Вот. То есть все очень прекрасно, все нормально работает, все выжигает. Да, еще не забудьте, если немного поработав, да, при нагреве, винтики могут немного ослабнуть от нагрева. Вот, нужно выключить аппарат, нажав на клавишу, и подтянуть немного вот эти винтики, которые держат наше перо. Вот, потому что, чтобы был нормальный контакт. Вот. Когда будет хороший контакт, и тогда и накаляться будет очень хорошо. Вот. То некоторые бывают такие моменты, почему-то прибавлено на всю, а накала нет до красна. Вот. Бывает то, что здесь контакт слабый. Нужно будет подтянуть. Вот. Но опять же, не усердствуйте. Вот. Нужно все это подтягивать, чувствуя усилия, при котором подтягиваете. Вот. Сверх того как бы не нужно подтягивать, иначе резьба попортится и сорвется. Вот. Так, это у нас был пирограф. Мы попробовали, как он работает. Так, сейчас мы включим и попробуем, как включается у нас и раскаляется струна. Опять же, смотрим, у нас она на полную мощность прибавлена. Переводим на резак, второе положение. И на рукоятках нужно смотреть, чтобы все рукоятки были выключены, да, то есть на нуле было. Так, включаем. И смотрим, наша струна раскаляется. Вот мы видим, что струна вот эта раскалилась до красна. Вот струна раскалилась до красна. И сейчас мы ее убавляем регулировочкой. И накал спадает. То есть видим, что регулировка тоже присутствует. Вот я ее прибавляю до полную, и накал возрастает. Вот. И еще раз, чем короче вы отрежете вот эту струну, тем она будет краснее. Можно отрезать и 60 сантиметров, да, здесь сейчас 70. Можно отрезать 60, но раскаляться она будет практически до бела. Вот, нужно иметь в виду. Сильно короткую тоже не надо. Достаточно 60-65 сантиметров. Вот, и уже регулировать нашей регулировочкой. Вот. В принципе, можно отрезать и 40 сантиметров, просто убавить регулировку. Вот, и потом плавно прибавлять. И когда будет до красна, уже достаточно. Вот таким образом.
Потому что если вы подключите 40 сантиметров на полной мощности, просто она у вас перегорит, эта струна, нехромая проволока, вот и все. Расплавится и упадет. Вот, а здесь вот мы как видим, то есть она держится на весу, вот, прикручена барашками, да, и держится на весу, то есть под своим весом, раскалившись, она не сгибается, не падает. В принципе, этого достаточно. Вот. До бела как бы она будет резать быстрее, это нехромая проволока, да, раскаленная, но и жечь она дерево будет очень сильно, то есть очень черное будет. А здесь уже нужно будет смотреть и пробовать, как вам нравится, как лучше и что нужно. Может быть, вам нужно просто отрезать, не загоняясь, да, не как бы не такой ответственный рез у вас, как бы просто нужно отрезать деревяшку, да? Можно раскалить ее до красна и быстренько отрезать. Вот. А если нужно какое-то что-то там красивое сделать, то уже накал нужно сделать менее такой красный. Вот. И резать потихонечку, аккуратненько, и будет нормальный рез. Так, все, поработали. Выключаем на рукоятке. Все, она остывает. Сразу трогать тоже ее нежелательно. Ей нужно остыть еще секунд 15 этой проволоки. Вот, поэтому не дотрагивайтесь сразу, там, прижгете кожу. Так, как она режет, сейчас тоже попробуем, посмотрим, потому что некоторые спрашивают и говорят, почему вы не показываете, да, а показываете только, как она раскаляется. Давайте, да, возьмем наши рукоятки, вот открутим их. Так, одна рукоятка у нас с включателем остается в руке, да, будет управляющая, которая без включателя, можно ее будет опустить и как использовать как груз. Вот таким вот образом. Так, включаем нашу струну, раскаленную нехромовую проволоку. Вот, и вот такими вот движениями вверх-вниз начинаем резать. То есть выделяется очень большое количество дыма. Вот, и я, конечно, здесь показываю в квартире, как это происходит. Но желательно это делать где-нибудь в гараже или на открытом воздухе, вот, чтобы проветривало очень хорошо все, дым уходил. Иначе надышитесь и получится как бы угарный газ. А голова будет болеть, либо угорите. Вот. То есть нежелательно это делать в непроветриваемом помещении. Так, все, поработали. Отключили нашу рукоятку, да, все, проволока остывает. Сразу до кожи тоже не дотрагивайтесь проволокой. Как уже говорил, то, что ей нужно еще несколько секунд остыть. Так, все, вставляем рукоятки обратно. Да, будете вставлять тоже, смотрите, чтобы когда вставляете рукоятки на место, не касались барашек, то есть металлических частей, да, металлических частей друг друга, двух рукояток. Вот, так как может произойти замыкание, если вдруг вы случайно включите клавишу, да, включения. Вот, и произойдет замыкание. Нежелательно короткое замыкание делать трансформатор. Проволока, то есть на трансформаторе может погореть, поплавиться. Вот, ну, как бы защита есть, да, но нежелательно вообще. Неизвестно, как себя поведет при коротком замыкании вот это дело, вот, трансформатор наш. Вот, поэтому следите, смотрите за тем, как вы втыкаете. Вот. Также корпус заземлен. Пользуйтесь розетками с заземляющими контактами. Да, то есть, если у вас земли нету, подключайте правильно землю. Посмотрите в интернете, как подключить землю. Если не можете сами, можете нанять людей. Вот, у вас будет уже нормально сделана земля. Вот, так что корпус заземлен. Тоже нежелательно касаться вот этими металлическими частями, да, на рукоятках самого корпуса. Вот, имейте в виду. Так, что у нас получилось? Вот мы отрезали, да, кусочек. У нас вылетел. То есть вырезать можно любые криволинейные, все можно вырезать
узоры, буквы и тому подобное. То есть все нормально режется. Вот я вырезал на таком, так скажем, на высокой температуре. Вот такой вот рез получился черненький. Некоторые после вот таких вот вырезаний, да, резки на мехровой проволокой раскаленной, потом свои заготовки уже готовые, как бы чистят щеточкой под водой, под струей воды и смывают сажу лишнюю, ненужную. Вот, потом покрывают лаком. Вот. Вот такой вот кусочек оттуда вылетел. Вот так вот он был. Вот. Вот. В принципе, сейчас все мы проверили. Все работает. Отключаем, переводим положение 0. На задней части клавишу отключаем. И вентилятор перестает работать. Все. Так, что еще? Как придет, сразу не включайте, так как на улице отрицательная температура. Как занесете домой, он покроется немного испаренный, дайте ему отстояться. Вот. День пускай постоит, нагреется, прогреется, просохнет. Вот. Только потом уже можно будет пользоваться. Вот. То же самое, если вы занесете его из гаража, где-то он у вас будет храниться в холоде, да, сразу не включать. Вот. Ну и хранить желательно, конечно, в тепле. Все электроприборы, конечно, хранить лучше в тепле. Вот, тем более эти выжигатели. Лучше хранить дома. Вот, все, сейчас мы проверили, и Бакуеву отправляю вам в город Димитровград, транспорт компании СДЭК. Нет, наверное, как мы договаривались, да, вы говорили деловыми линиями. Да, деловыми линиями мы его вам отправляем. Вот, придет, отпишитесь, что все нормально, пришло. Да, также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Мы делаем различные эксклюзивные выжигатели, которые нельзя найти в магазине, да, в сети. Это вот такие резаки. Делаем 2 в одном резак, 3 в одном резак. Вот с такими ручками дополнительными, да, сменными рукоятками. Вот. Таких ручек можем сделать любое количество, сколько вы закажете, да? Хоть 10 штук, любое количество. Они удобны очень для того, чтобы рисовать. Вот. И кто выжигает профессионально, не менять вот эти перья, да, откручивать колодки, менять перья горячие, нужно ждать, пока не остынут. Вот. А выключили, поменяли рукоятку на другую. Вот, другое перо. Взяли, рисуете. Там, надо заретушировать что-то. Взяли перо с ретушированием, с пером для ретуши, и вы же начинаете ретушировать. То есть это очень все удобно. То есть экономит время, нервы. Вот, и все это как бы удобство придает. Поэтому мы можем сделать и несколько таких рукояток, сколько вы закажете. 3 в одном делаем, то есть резак, пирограф и еще один резак дополнительно, это который можно подключать проволоку от 60 сантиметров и до 10 метров, нехромую проволоку. Но это в основном нужно для кто занимается строительством, резко пенопласта, да, то есть там нужна раскаленная нехромая струна, там и метр, и 2, и 3, и сколько им больше. Вот. Некоторые обклеивают дом пенопластом, а потом уже подрезают углы, где-то какие-то неровности длинной струной. Вот. Один человек с одной стороны, другой с другой, растягивают, включают и подрезают. Вот. Можем такие сделать 3 в одном, да, то есть выжигатели молнии, духовые выжигатели, то есть выжигатели с выдыхаемым воздухом горячим, да. Очень тоже специфически у них выходит выжигание, так как дымкой. Вот. Так, что еще? Много что мы делаем. То есть также делаем дымогенераторы для холодного, горячего копчения, дымонагнетатели для этих генераторов, дымогенераторов. Вот. Контактные сварочные аппараты, машины контактные сварки, вот. Различные мощности, модификации. То есть кому какие нужно сварочные аппараты, разные мощности, разный вылет клещей. То есть
Смотря для какой работы заказчику нужно, все это обсуждаем и делаем на заказ. Вот. Так, сварочный аппарат для сварки скруток проводов электрики. В основном берут такие сварочные аппараты. Он выглядит примерно так, только немного, чуть-чуть меньше этот аппаратик сварочный, да, меньше вот этого даже. Вот. Очень удобный. Вот, и сваривать скрутки проводов. Но это электромонтажники, они знают, что это значит. Вот. Скрутка проводов, она хуже проводит ток и меньше служит, чем сваренная скрутка. То есть скрутили, сварили, капельку поставили, вот, медь расплавили, и она сплавляется. То есть это на дольше хватает такой скрутки сваренной, вот, нежели обычной скрутки. Вот. Так. Переходите на наш канал, смотрите, подписывайтесь, вот, ставьте лайки. Не забывайте, да, пишите какие-то комментарии. Все это помогает для раскручивания нашего канала, вот, чтобы YouTube рекомендовал наши видео для просмотра другим людям. Да? Вот, обязательно это ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, подписка, обязательно подписка. Вот. Также на нашем канале скоро буду выкладывать какие-то обзоры других инструментов, да, какие покупаю в магазине инструменты, буду делать обзоры, делать видео по что-то делать будем своими руками. Вот, покажу тоже все это дело, буду выкладывать на нашем канале. Как что-то починить, как что-то сделать своими руками. Вот. Так, все, в принципе, все наши ссылочки будут внизу в описании под видео. Кто хочет себе такой же, ставьте лайки, пишите комментарии. Все наши ссылки и контакты внизу в описании под видео. Здесь также будет у меня телефон, ставлю видео. Вот, звоните, пишите сначала на WhatsApp, вот, потом уже договоримся. Можно будет, если что, и созвониться. Вот. Все, всем пока, до новых встреч.